Функция построения простых хирургических шаблонов. К этому моменту должны быть расставлены имплантаты. В данном случае вот у этой пациентки к удалению предполагаются вот эти два зуба, 37 и 38 зубы. Значит, мы заходим сюда, включаем вот эту кнопку по проектированию шаблона. Ну, предлагается на верхнюю челюсть сначала спроектировать шаблон. В данном случае будет не разборный, а простой шаблон. Нажимаем кнопку, нам предлагается скан. У этой пациентки, вот здесь стоит мостовидный протез, нам необходимо это удалить, этот искусственный зуб. Мы должны воспользоваться функцией резать по кривой. И вот этот вот искусственный зуб удалить, поскольку его реально хирург перед операцией отделит от мостовидного протеза. Убрали. Теперь мы должны закрыть вот эти дырки, которые образовались. Мы нажимаем заполнение дыр и закрываем сначала вот этот фрагмент, теперь вот этот. А теперь общую дырку. Теперь, когда у нас зуба уже нет, мы можем перейти к дальнейшему построению шаблона. Вот у нас появилась втулка, которая должна быть здесь установлена под этот имплантат. Выбираем вариант втулки, который мы будем делать такой. И нажимаем. Можем скорректировать скан по рельефу, если это нужно. Сделать высоту, изменить вот этой вот шахты с помощью вот этих вот настроек. Идем дальше. И выбираем тот зуб, номер зуба ставим, где у нас должны зубы, которые должны опираться на шаблон. Мы должны вот пройти, сделать побольше немножечко шаблон, может быть, чтобы он выглядел более устойчиво по дуге. Так, он будет у нас опираться, вот, наверное, еще и на первый зуб, вот так. И нажимаем ОК. Теперь задаем параметры базиса, они по умолчанию здесь указаны. Направление посадки устанавливаем. Программа оценивает поднутрение, определяет границы этого шаблона сама по выделенным зубам. Мы подтверждаем это или можем скорректировать. Здесь вот эту кривую мы можем скорректировать. Но в данном случае я не вижу в этом необходимости. Вот у нас появился тут вот такой шаблон, который опирается на вот эти зубы. Мы можем скорректировать его, обрезая, наращивая, э, э, контрольное отверстие давайте поставим мы для того, чтобы иметь возможность проверить, насколько, вернее вот так, да, контрольное отверстие, насколько посадка у нас правильная. Ну, наверное, вот так как-то. Вот. Этого достаточно. Этих контрольных отверстий. Идем далее. И программа сейчас поставила втулку вот здесь. И теперь шаг далее. И тут будет вырезано место под шахту.
Вот, готово. У нас вырезано место под шахту, и мы можем выйти.